В этом видео мы отремонтируем сквозную коррозию, покрасим все это при помощи электрокраскопульта и проверим на прочность. Не перематывайте, будет интересно. Народ, всем привет! Сегодня мы с вами разберемся, как же отремонтировать сквозную коррозию на автомобиле без сварки и при этом покрасить электрокраскопультом. Вот таким вот. Погнали! То, насколько вы качественно вычистите всю ржавчину, будет определять, сколько это все будет ходить. Если вычистите плохо, вылезет быстро. Если вычистите хорошо, может не вылезти вообще никогда. Можно с таким ремонтом будет ездить очень и очень долго. За что я и люблю этот преобразователь, то что ты его нанес, и его не надо гасить. А этот преобразователь, он как бы не удаляет ржавчину, он ее консервирует. И если ржавчина будет очень рыхлая, то, скорее всего, он не справится. Поэтому ее нужно убирать максимально. Кто не в курсе, что это за преобразователь, спрашивайте в комментариях, я отвечу каждому по возможности.
И с лицевой стороны мы делаем все точно так же. Сначала промазываем, потом накладываем стеклоткань и пропитываем эпоксидной смолой. Всю шпаклевку и всю вот эту вот риску по-хорошему нужно перемотовать еще 240, а потом 320 наждачки. Но у меня ее на данный момент нету. Будем считать, что я это сделал. Гоним дальше.
прежде чем испытать это крыло на прочность, хочу сразу пояснить несколько моментов. Если исходить из того, что практически все маляры полируют свои детали, то после покраски этого пистолета вы видели сами, что в принципе полирнуть эту деталь, и такая покраска имеет право на жизнь. Уж тем более для тех, у кого нету ни компрессора, ни покрасочного пистолета. Единственный нюанс этого пистолета покрасочного, что он не предназначен для покраски автомобилей. Во-первых, он не создает необходимого давления, и крупную каплю он не разбивает. Она так и ложится крупной, при этом нужно сильно вливать. Когда ты сильно вливаешь, закипает материал, закипает база, закипает лак, появляются пузырьки. Со временем все это будет проседать. Но опять же, через, к примеру, год ты полирнешь это все дело, и будет более-менее нормально. Что касаемо коррозии сквозной, то если вы эту коррозию будете устранять только снаружи, а внутри вы это делать не будете, к примеру, если взять задние арки, где доступ уже сложноватый, то это прослужит недолго. Так как в этом случае я сделал, если еще снутри крыла замазать либо пушсалом, либо мастикой, то это проходит годами. Я вот сейчас даже не преувеличу, проходит годами, так как эпоксидная смола дает хороший защитный слой от внешней среды. Ну что, все, что хотел сказать, погнали делать эксперименты на прочность. Смотри, трещина пошла вот именно по краске, а здесь все отлично. Да ему вообще похеру, блядь. Но. Короче, вот только одна небольшая маленькая трещинка. Потрескалась везде. Это ж, по-моему, здесь даже особо-то и шпаклевки не было. Вот здесь вот потрескалось. А место ремонта хоть бы хны. Хоть бы хны. В одном месте только лопнуло. Здесь старая трещина. Вот такие вот дела. Так что имеет право на жизнь такой ремонт.